Приветствую на своем канале Уютный дом. Меня зовут Маргарита. И сегодня я хочу с вами сплести вот такой вот кувшин, пузатик. У меня он будет использоваться для сухоцветов, либо искусственных цветов. Но при желании сюда можно же, конечно, вставить баночку. Вот. Высота. Сразу скажу про размеры, чтобы не было вопросов много по поводу размеров. Низ 20 сантиметров. Вверх 25. Диаметр дна примерно 12. Вот в светлой части 11 сантиметров. 11, да, примерно 11. Вот. Что касается горловины, здесь, ну, где-то 8-9. Вот я буду использовать вот такие вот камушки. Они у меня диаметра 8 сантиметров. Будет здесь как горловина, ну, где-то примерно 9 сантиметров получится. Вот. Что касается трубочек. Трубочки у меня 3 цветов. Так, скажу сразу по количеству. Это где-то 210-220 трубочек у меня ушло на плетение этого кувшина. Отдельно по цветам, не знаю, говорить вам мне или нет. У меня эти трубочки остались от предыдущих работ. Поэтому я решила их использовать, как раз вам показать видео. Ну, чтобы они у меня не валялись. Так, думаю, делает каждый. По поводу покраски трубочек. Бежевые красила. Я уж точно не помню, что я туда добавляла, но это был бежевый колер. Эмаль точно, наверное, белая, акриловая. Ну, дюфа, пропитка. Ну, все стандартно, в принципе. Серый цвет. Тут колер черный, белая, по-моему, белая, либо белая пропитка, либо белая эмаль. Акриловая, тоже все с водой. Вот. И зеленый цвет. Также вода, пропитка. Цвет был салатовый с добавлением коричневого. И получается вот такой вот цвет. Можно при желании, если добавлять больше, можно достичь оливкового цвета. Когда добавляешь еще плюс беленький, будет оливковый. Вот, стоек у меня 24. Что еще сказать по поводу? В принципе, все спросила. Если будут вопросы, задавайте. Еще форма. Я знаю, что вы спросите у меня про форму. Достану. Моя излюбленная форма это от яблока. Давайте я сразу вам скажу, какие размеры у нее, потому что я ее потом спрячу и не смогу быстро достать, чтобы сказать. Так, 9,5 высота, диаметр 17 сантиметров. Ну вот, в принципе, и все для начала. Теперь будем приступать к работе. Кому интересно, оставайтесь. Подписывайтесь, колокольчик нажимайте, не забывайте, чтобы первым смотреть видео новое. Начну плести дно 3 на 3. Будет начинаться. Я беру серенькие. У меня будет 3 цвета. Беру серенькие, оплетаю бежевыми. Стойки тоже будут у меня серыми. Так, и начинаю разводить.
сейчас разведу, и нужно будет несколько рядов еще проплести, просто не добавляя стойки. Ну, плету так дальше, несколько рядов. Так, после того, как я развела стойки, проплела еще 5 рядов и добавляю еще по одной трубочке к стойкам. В итоге у меня будет на кувшине 24 стойки всего. И так по кругу добавляю и дальше продолжаю плести. Проплела еще 3 ряда и буду разводить стойки. И так развожу все стойки. Стойки я развела, проплела еще несколько рядов, так чтобы у меня диаметр получился, ну, где-то 11 сантиметров. Вот, это будет снаружи находиться, я переворачиваю. Вот мои хвостики, я их заправила, сейчас обрежу. Так, перевернула. Стойки у меня влажные, я брала влажные стойки. И теперь буду заводить, поднимать стойки. Завожу за одну. Мне, если нужно, чтобы было устойчивое дно, я всегда таким способом поднимаю стоечки. Мне кажется, что так оно устойчивее, чем я просто подниму. Так. Вот так вот поднимаю все. Дошла до последней. Так, все поправила. Вот что у меня получается. Так. Для формы я буду брать чашу от яблока. Она более такая подходящая, будет красиво получается. Пузан из нее. Так, все. Пока уберу, сейчас ряд буду проплетать веревочкой в 3 трубочки. Буду использовать серые. Пока без формы. Так, поставлю грузик. Просто подставляю. Немного наклоняю, чтобы где-то градусов 45 они наклонялись. Так. Здесь немножко вылазит. Так. И веревочкой в 3 трубочки оплетаем. Так, ну и так до конца. Дошла до конца. Здесь у меня трубочка одна выскальзывает, я ее зафиксирую. Так. Сейчас. Закрываю ряд. Вторую уложила и третью. Так. Вот. Теперь я хочу перейти на зеленый цвет.
поставлю на уровне глаз свое плетение, вставлю форму. Подставила я ведерко свое грязненькое, из-под трубочки красила в этом ведре, но ничего. А теперь мне нужно буду плести двумя трубочками вдогонку. Одну трубочку я срежу, она мне здесь будет не нужна. Вот две другие я наращу зелеными. Вот нарастила. И поеду плести веревочку ситцевым плетением. Так, догоняю сейчас, догоняю друг друга. Так, еще чуть-чуть ее подрежу. Можно было оставить ее там, в принципе, эту трубочку внутри. Кому как удобно. Так. Ой, я уже не ту плету. Вот. Выравниваю трубочки, чтобы они у меня ровно, стойки, чтобы ровно стояли. Вот. И продолжаю так по кругу плести ситцевым плетением. По ходу дела, если у вас коротенькие вот эти стоечки, вы наращиваете. Просто наращиваете как трубочку рабочую. Так. Я тут еще хочу немного чередовать и серенькую, и зелененькую, а потом зеленую с бежевым. Вот, ну это уже как на свой вкус. Смотрите, как хотите. Либо вы вообще плетете, может быть, одним цветом. Я вот хочу чередовать. Вот решила поменять на серенькую трубочку. Просто ее, когда пришло время наращивать, я заменила ее на серую, не на зеленую. Вот и так в произвольном порядке выбираю то серую, то зеленую. Но большинство, конечно, у меня же должно быть зеленых. Так, ну и так продолжаю плести. Моя задача доплести, где-то не доходя 2 сантиметра, либо 1,5 до конца чаши. Я доплела. Осталось у меня немножко. Трубочки я нарастила, они еще влажные. Теперь я вот так вот трубочки собираю в пучок сверху. И закалываю резиночкой. Я сейчас покажу, как я их фиксирую. Нам надо, чтобы они высохли в таком положении. Вот я их сколола. Видите, чтобы она форму... Сейчас форма яичка. Вот у меня в середине стоят утяжелители. Можно туда что-то поставить плотненькое. Например, там пачку или баночку, либо пачку. Вот я ставила от чипсов. Ой, порвалось. Пачку от чипсов, чтобы круглое дно зафиксировать. Так, и теперь мне нужно натянуть эту резинку вот сюда вот. Сейчас натяну и покажу. Вот так вот. Где-то 1,5 сантиметра от конца. Я хочу, чтобы они... Вот надо расправить ровненько, чтобы они высохли, трубочки. И тогда нам легче будет форму соблюдать. Так, расправить нужно все-все. Вот так вот расправляем и оставляем до полного высыхания стоек. Вот. Ой.
Мы падаем. Вот, все, оставляю до полного высыхания. Вот такой вот форма получается. Все, встретимся, когда высохнут. Вот немного подсохло. Я до конца не высушила. Так, форму приняла. Теперь мне нужно вытащить чашу. Вытащила. А обратно поставила свои грузики, так чтобы при плетении трубочки упирались вот в этот камешек мой. И дальше продолжаю по вот этой форме, которая у меня образовалась, оплетать. Вот я проплела расстояние от низа. Сейчас скажу примерно 18 сантиметров. Теперь буду вытаскивать свои грузики, чтобы не забыть их там. Вот смотрите, грузики вытащила и поставила сюда пачку, ну, из-под чипсов. Буду, ну, для себя, чтобы ориентироваться, чтобы не сужаться внутрь. Вот. И буду дальше плести только одной. Буду формировать подъем под наклоном. Вот одну, получается, оставляю рабочую, а второй буду работать. Так, вот, дошла до первой, разворачиваюсь. Разворачиваюсь и обратно плету ситцем. И трубочки мои, стойки, немножечко уже наклоняются вперед. Так. Вот получается у меня здесь разворот. Я пропускаю одну и на вот этой вот разворачиваюсь. То есть у меня одна стойка не задействована. Все, дальше в другую сторону развернулась. Также до конца. Здесь нужно наметить, где будет горлышко. Нужно как раз посередине выбрать. Вот я выбрала, у меня вот будет серединка. Не знаю, как назвать это у кувшина. Не горлышко, откуда вода стекает. Вот. И чуть-чуть наклоняю вперед. Чуть-чуть продолжаю плести. Так, дохожу. Вот мой первый поворот. Я рядышком разворачиваюсь. Вот, и в обратную сторону. И так каждый раз. Рядышком разворачиваюсь и возвращаюсь к другой стороне. Это до тех пор, пока не подойду к серединке. Серединка там, где я отметила, где будет, не знаю, как клювик. Вот, назову его клювик. Вот. И вот это место, когда буду проплетать, я буду отгибать вперед немного больше. Вот одну немножко больше отгибаю, рядом соседние чуть-чуть поменьше, и вот эти тоже. 5 трубочек будет задействовано у меня для того, чтобы формировать этот клювик. Я уже подбираюсь к серединке. Так, у меня осталось по 5 трубочек возле, с каждой из сторон, возле той, которую я отметила серединку. Я дошла здесь до нее и обверну вокруг вот так.
И продолжу, чтобы чуть-чуть удлинить. Ну, теперь просто здесь, так, хотя нет, оберну, когда в обратную сторону буду идти, обверну. Вот он удлиняется. Все, теперь уже здесь просто. Так, уже подхожу. Скоро здесь буду заканчивать. Так, осталось по 2. Оп. Вот. И все. Вот, закончила. Теперь нужно эту трубочку будет спрятать. Так. Я, знаете, как прошлый кувшинчик вот так вот просто как будто завязала узелок и оставила его. Я потом его срежу. Либо же можно приклеить вот прям. Давайте попробуем приклеить. Раз на то дело пошло. Приклею и туда затолкаю. Все. Вот такой кувшинчик. Так, возвращаюсь. Возвращаюсь к вот этой вот своей. И здесь мне нужно будет проплести 2 ряда веревочкой в 2 трубочки. Одну нарастила и вторую вот подставила рядышком. И буду веревочкой в 2 трубочки плетать. 2 ряда сделаю. Так, вот сделала 2 ряда. Вернулась в начало, где начинала. И здесь эти трубочки просто обрежу. Пока что обрежу. Потом, когда буду делать ручку, они скроются, потому что ручка у меня будет проходить вот между вот этими вот отверстиями. Тут такие отверстия образовались. Вот, что делаю дальше? Дальше мне нужно будет увлажнить стойки. И буду делать загибку розгу на 3 трубочках. Так, делаем розгу. Начинаю вот та, которая у нас была не задействована, через одну. 1, 2, 3. Поднимаю.
Тут у меня ничего особенного нет. Все делаю так, как обычно. Вот. И делаю ее до конца. Дохожу до конца. Вот последняя стойка. Так, вот это вот отверстие проделала. Так, и эту стойку сюда. Теперь крайнюю в эту же петельку и вывести вот здесь, в соседней. То есть нам нужно продеть ее за соседнюю стойку, вот, и уложить. Дальше заправляю в эту петельку. Выводить я не буду. Они у меня останутся внутри, я их просто срежу. Потому что здесь будет у меня закрываться ручка. Ручка будет, и это все закроется. Я лишних телодвижений делать не буду. Лишний раз трубочки травмировать. Вот. Все, теперь приступаем к ручке. Так, вот у меня отверстие здесь. Подготовила. Мне нужно ставить сюда по 3 трубочки. Так, одна, вторая. Так. И третью. Также сюда. Одна. Вторая. Третья. Теперь эти трубочки здесь обрежу для наращивания. Все, и наращу. Нарастила. Места наращивания под плетение заведу. Все. Теперь нужно поднять все вверх. И это вверх. Сейчас я воспользуюсь не стяжкой, как в прошлом мастер-классе по кувшинчику серо-голубому, а воспользуюсь ниткой. Скручу это все ниткой, свяжу. Так будет менее заметно, чем стяжка. Также затягиваю. И завязываю. Так. Все, хвостики обрежу.
также вот внизу под вот этой стойкой средней нужно выбрать место, где мне ниточку продеть. Так, воспользуюсь иголкой для сшивания вязаных вещей и продену, ну, вот где-то здесь будет. За одну стойку. Так. Продела, оставляю ее. Теперь ручку начинаю скручивать между собой. Проволочки я туда не вставляла. Просто скручиваю. Так. Одновременно делаю форму. Вот. И здесь хвостик нужно привязать. Вот, где у нас ниточка. Оп. Сделаю я такой узелок. Сейчас завяжу это все. Вот, и нужно будет спрятать ниточку под трубочку. Трубочка это все скрыть. Вот такая ручка получается. Теперь трубочкой буду обматывать вверху. Тут просто завожу и обматываю. Обматывать буду в 3 оборота. И трубочку спрячу, обрежу здесь и спрячу тут внутри. Так. Вот, и внизу здесь нужно будет проделать отверстие. Одно и второе. Так. С обратной стороны ее выведу. Тут ни мне не видно, ни вам. Немного неудобно. Вот этот хвостик я заправлю вот сюда вот под ручку. Так, дальше тоже мне нужно сделать 3 оборота. Кому понравилось видео, кто узнал что-то для себя новое, ставьте лайк. Не забывайте писать комментарии, если есть вопросы. Я стараюсь отвечать всем. Иногда я просто не вижу, что приходит какой-то комментарий.
Поэтому вот, если кто-то, может, обижается, что я не ответила, нет, я просто его не увидела. Либо у меня физически не хватает времени и сил, чтобы именно в этот день вам ответить. Ну все, до новых встреч. Была рада быть полезной.